Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как активировать рост орхидеи, чтобы она выпустила как можно больше цветоносов. В данном случае мои орхидеи выпустили по 2 цветоноса. Они выпускают огромное количество жирных, мощных, здоровых корней. В общем, цель видео рассказать вам о стимуляторах, натуральных стимуляторах, которые поможет запустить цветение орхидеи, если она даже у вас не хочет цвести. Смысл в том, чтобы сделать это натуральными удобрениями. Сразу скажу, что я не делала стресс орхидеям, а мои орхидеи стоят под лампой дневного света, они не видят, перепадов температуры у них не было, и спустя месяц они у меня все зацвели. Смотрите, это вторая орхидея, видите, цветоносик. Сейчас еще раз покажу. И вот еще один цветоносик. Видите, с разницей небольшой в неделю она выпустила 2 цветоноса. Сразу скажу, что моим орхидеям больше 15 лет. Эти, которые я вам показываю, им больше уже 15 лет. Они у меня давно, они обрезаны уже 2 раза. Я их омолаживала. А вот это у меня около 5-6 лет. И вот смотрите, у нее тоже, вот у нее есть одна стрелка цветонос и лезет еще один цветонос. Это мини, вы видите. Не мультифлора, просто мини. Мини-орхидеи. Я сейчас пыталась пополнить свою коллекцию мини-орхидеями, но вот пока они у меня на доращивании. Они у меня растут, но там маленькая такая полочка, там совсем малыши маленькие орхидейки. Вот так вот. Чем их кормить, что делать? Смотрите, у меня стоят в специальном грунте. В принципе, я вам рассказывала, на моем канале есть видео, как я их сажаю. В данном случае они у меня растут. Тут вот ряд орхидей, они керамзит, циолит и мох. То есть 3 ингредиента в составе, и они довольно хорошо наращивают корневую систему. Вот смотрите, еще орхидея. Вот горшок, огромный горшок на 7 литров. И у меня в горшке стоят 2 орхидеи, тоже старые, им 15 лет, может даже чуть побольше. Вот такие огромные, тоже омолаживались уже 2 раза, это после обрезки. Вот видите, цветоносики, уже тоже 2 цветоноса, и они довольно хорошо, видите, тоже грунт, циолит, керамзит и мох. Отлично растут старые орхидеи, они не сортовые, обычные. Перенесли уже много всякого. Ну и смотрите, какая корневая система. Вот. Часть орхидей у меня большие стоят в огромных горшках на 7 литров, а те, что вот небольшие, они стоят в 1,5 литрах, тоже в прозрачный горшок. Я не делаю отверстия в горшках, которые вот во внешнем круге, только внизу отверстия, а по горшку не делаю, потому что грунт очень быстро просыхает и орхидея портится. Циолит помогает удерживать влагу, поэтому я его использую. Итак, главный ингредиент, будет 2 ингредиента вместе, я скажу почему именно. Это морковь. Берем сырую морковку среднего размера, маленькую, либо среднего размера. Морковь содержит в себе огромное количество аминокислот, 21 штуку. Аминокислоты помогают активировать у орхидеи, да и любого другого цветка, все жизненные процессы. Также есть сахароза, глюкоза, фруктоза, крахмал. Они выступают в роли питания, своего рода по действию напоминает азот. Именно когда мы подкармливаем сахарозой, глюкозой, фруктозой, активируются все процессы именно роста. Также очень много витамина А, бета-керотина, витамин Е, В1, В2, В5, В6, В9. Именно витамины группы В помогают орхидеи выпускать новые цветоносы. Также есть калий, кальций, магний, фосфор, железо, 83% кремний и антиоксиданты. Кстати, хочу напомнить про кремний. Кремний – это такое вещество, который помогает орхидее адаптироваться к любым погодным условиям. То есть у вас жарко или холодно, она не стрессует. Морковку нарезаем, измельчаем вместе с водой в блендере до кашеобразного состояния. Тут у меня Netbull
Buller, вы можете взять миксер. В общем, любой. Можете натереть эту морковку и дать немного постоять в воде. На мелкой терке, вот как чесночок трете, а мелкая терочка есть для чеснока, можете натереть морковь именно на терке. Опустить в воду, дать постоять часок и потом воду сливаем. Так как у нас миксер NetBuller, он измельчает до мельчайших частиц, практически делает пюре из этой моркови, мы берем какую-нибудь тряпочку. У меня тут тряпочка, ну вот ворсинистая такая, микрофибра тряпочка. Он Гоша пришел. Вообще котики оба пришли помогать. Кладем для того, чтобы у нас мякоть, которая получилась, она не попала в воду. То есть самое питание сейчас, которое есть в моркови, все эти антиоксиданты, витамины, аминокислоты, они сейчас уйдут в воде. И вот эта вот каша, это органика. Она, как правило, видите, кашица от моркови, пюре вот это от моркови, нам она не нужна. Большая часть питательных веществ попала именно в воду. Вы можете отжать, взять эту тряпочку сейчас и отжать, тогда у вас выйдет огромное количество питательных веществ. Я такой смесью опрыскивала и поливала 1 раз в неделю. Если орхидеи мокрые, то их можно только опрыскивать. Опрыскиваем листики, опрыскиваем корни. Можно слегка полить, чтобы попало питание. Видите, я тряпочку отжала, чтобы наверняка вышло много питательных веществ и воды. Вот так вот. Вот видите, каша осталась. Очень хороший миксер. Не реклама, сразу скажу, миксера. Просто мне нравится. Я вообще фанат супчиков, пюре. Так, и разводим эту жидкость, доводим до 1 литра. То есть наливаете можно отстойную воду, теплую воду, как и добавляем янтарную кислоту. Пол чайной ложечки на 1 литр этой смеси. Я думаю, не стоит вам говорить, что действует янтарная кислота. Она усиливает действие моркови в 5 раз. Янтарная кислота сама является стимулятором роста, стимулятором цветения. И вещества, которые содержатся в моркови, это аминокислоты, витамины, кремний, калия там много, фосфор есть. Это все для цветения. Даже магний, который поддерживает цветение, это помогает все активировать, чтобы ваши орхидейки отлично росли, наращивали корневую и было пышное красивое цветение. Я беру опрыскиватель, наливаю часть воды туда. Буквально несколько дней, 2-3 дня вы такую смесь можете хранить в холодильнике, но не больше. Потом она начнет бродить и появятся уже кислоты, которые нам, по идее, не нужны будут для цветения. Тут у нас Ваня пришел, он помогает. Что-то они сегодня вдвоем прям решили порадовать вас и показать. Остальную часть воды мы наливаем в емкость, которую вы можете купать ваши орхидеи. Я поливаю путем погружения орхидеи, но вы видели, что мои орхидеи стоят в ящиках, либо в горшках специальных двойных, и там постоянно находится вода, она поддерживает влажность. Дело в том, что в квартире у меня сейчас сука, около 20-30% влажности, и орхидейки от этого страдают. И вот такой вот налив воды в горшки, оно помогает держать высокую влажность именно на полках, на полу. Вот они у меня сейчас стоят на полу с небольшим подъемом ламп. Придется скоро их убирать, повыше поднимать лампы. И вот так погружаете, на 30 минут оставляете ваши орхидейки. Делать можно это 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Это смотрите уже по ситуации. Если вы заметили, что ваши орхидейки выпустили цветоносы, то такими подкормками можно уже не подкармливать. Насчет подкармливать ли цветущие растения. И я всегда кормлю все 15 лет мои орхидеи постоянно на каких-то удобрениях. Обычно это что-то одно, или я проверяю какое-то новое удобрение уже на них. В целом на моем канале достаточно мало видео про орхидеи, но я вот постараюсь более углубиться и рассказать. Также этим удобрением вы уже можете не погружать в воду, а поливать другие ваши растения, например, антуриус, замиокулькас.
пеларгонию. Они, конечно, не так среагируют, но тоже эффект будет достаточно значительный. Единственный момент, что когда мы вносим органические удобрения уже, например, под пеларгонию, поливаем ей, то после органического удобрения грунт обязательно должен просохнуть, стать сухим, то есть чтобы у нас органика не бродила в почве. Поэтому мы делаем так. Ну и опрыскивание. Если вы боитесь, что ваши орхидеи загниют, обмакните, вот если там попала вода где-то в устье, обязательно удалите. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.